Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk и процессора Ryzen 3600X. Комплектующие для сборки были приобретены в немецком магазине Computer Universe. Были подобраны максимально производительные и актуальные элементы. Итоговая стоимость сборки состояла из суммы стоимости комплектующих и стоимости доставки в 42 евро, вычетом скидки 5 евро за первый заказ. При оформлении заказа была выбрана стандартная упаковка. Усиленная добавляла 5 евро к общей стоимости, но все свободное пространство внутри коробки было заполнено упаковочной бумагой, поэтому комплектующие были прижаты и не болтались. Технические параметры процессора. Распаковку начну с ядра системы, процессора. Процессор приобретен в бокс-версии с штатным кулером и ввиду отсутствия OEM-версии на складе. Для улучшения отвода тепла я приобрел отличный кулер топ-уровня Deepcool Lucifer V2. Его распаковку и установку я покажу дальше. Штатный кулер выполнен из алюминия, и, как мне кажется, он больше подойдет для 65-ваттной версии процессоров. При хорошей нагрузке обороты кулера будут достаточно большими. Коробка с материнской платой включает в себя стандартный набор бумажных инструкций, диска с драйверами, 2 кабелей SATA, заглушки и винтов. Технические параметры материнской платы. Все процессорные линии идут в один слот PCI и разъем M2. Остальные подключены через мост. Основной PCI-слот усилен стальной рамкой. Количество SATA разъемов 6 штук. Цепи питания охлаждает массивный радиатор. Система питания процессора 4+2. Общая характеристика – отличное обеспечение питанием процессора, удобный BIOS, доступная цена, возможность обновления прошивки BIOS без памяти процессора и видеокарты. Башенный кулер Deepcool Lucifer V2 выполнен на 6 тепловых трубках и имеет общий вес в 1 кг. Поддерживает все основные сокеты. Вентилятор 140 мм с гидродинамическим подшипником. Минимальная частота оборотов 300. Прижимная площадка никелирована. Установка выполняется с помощью комплектно поставляемых деталей. Бэкплейт процессора остается на месте, а пластиковые держатели заменяются на двухсторонние винты, на которые устанавливаются стальные опорные площадки. Особенность процессоров AMD от Intel в том, что ножки расположены на самом процессоре, а не на материнской плате. Термопасту необходимо наносить тонким слоем для лучшей передачи тепла на кулер. Для установки кулера на плату потребуется тонкая отвертка длиной 15 см. Оперативная память Crucial Ballistics, каждая планка по 8 ГБ. При установке необходимо ориентироваться на ключи для исключения повреждения. Радиаторы тонкие и больше выполняют декоративную роль. Только после установки памяти я приступил к установке вентилятора, так как он выступает за габариты радиатора. После чего установил плату в корпус. Не забудьте установить комплектную заглушку заранее. Тест производительности процессора в программе Cinebench R15 показал 1596 баллов. Тест производительности системы с видео показал 168 кадров. Тест Cinebench R20 требует намного большей производительности, чем тест R15 и показал 3569 баллов. Рендер сцены с BTR в программе Corona версии 1.3 выполнен за 2 минуты 31 секунду. Тест в программе Adobe Premiere Pro я выполнял на одном из своих видеообзорах. Рендер выполнен за 4 минуты 56 секунд, а аналогичный тест на процессоре Xeon i5-2690 выполнен за 6 минут 48 секунд. Заказ комплектующих через сайт Computer Universe оказался удачным, но с 2020 года беспошлинный ввоз будет снижен с 500 до 200 евро. Поторопитесь с заказом. В описании оставлю код на скидку в 5 евро за первый заказ. Спасибо за внимание, ставьте лайк, всем удачи и здоровья!